Привет, друзья! Привет! Продолжаем наш предпраздничный марафон. И сегодня у нас в программе закуски. Ну какой же праздничный стол без говяжьего языка? Конечно, его можно просто отварить, нарезать тоненько и с хреном и с чесноком этим полакомиться. Но мы решили пойти дальше и сделали аж 3 закуски из языка, одну горячую, заливное и салат. Так что видео получилось длинным. Наберитесь терпения. Можете пока подписаться на канал, поставить лайки и смотреть видео обязательно до конца. И с удовольствием. Ну что, поехали? Поехали! Мы взяли свежий язык весом чуть больше килограмма, помыли его, просушили как следует и будем его варить. Кладем язык в кастрюлю и заливаем его холодной водой. Заливаем так, чтобы вода полностью покрыла его. Ставим на плиту на максимальном режиме и ждем, пока вода закипит. Еще нам понадобится 1 луковица, 2 небольшие морковки, несколько лавровых листиков и душистый перец. Луковицу и морковочки разрезаем пополам. Их можно использовать и в сыром виде, но лучше их немного подпечь. Сделать это можно на сковороде или с помощью газовой горелки. О, какой запах ароматный пошел от печеного лука и морковки! Вода закипела, дадим языку еще 15 минут в ней повариться, вытащим его и поменяем воду. Возвращаем язык обратно в кастрюлю, заливаем крутым кипятком так, чтобы вода полностью покрыла язык. Вода закипела, добавляем столовую ложку соли без горки, лавровый лист, перец горошек душистый и подпеченные овощи. Убавляем ход и оставляем язык вариться часа 2-3. Прошло 2,5 часа, проверяем готовность языка. Ой, какой он мягкий. Шпажка легко протыкает язык. Все, надо его вытаскивать. Опускаем язык в миску с холодной водой и оставим его минут на 5. После того, как язык остыл, мы начинаем счищать с него шкурку. Шкурка сходит очень легко, посмотрите. Вот какой чистенький, хороший язык у нас получился. Достаем из бульона все овощи. И горошек, и лавровый лист. Нам нужно очистить бульон полностью. И в этот бульон кладем язык, чтобы он медленно остывал, напитывался соками, постоял так до утра. Начнем с приготовления горячей закуски. Для нее нам надо приготовить соус. Сперва нарежем овощи. Лук-порей. Впрочем, если у вас нет его, можете заменить обычным репчатым луком. Морковка. Болгарский перец. Все будем нарезать не слишком мелко, потому что будем пробивать овощи в блендере. Наливаем в сковородку оливковое масло, примерно 2 столовые ложки, и даем ему разогреться. Нарезаем чеснок и отправляем его в сковородку первым. Как только чеснок чуть-чуть прижарился и дал аромат, закладываем все овощи. Добавляем пол чайной ложки соли, четверть чайной ложки молотого черного перца. Перемешиваем все. Убираем огонь, закрываем крышкой и даем овощам постоять так еще минут 5. Овощи чуть-чуть прижарились, стали мягкими. Добавляем 250 мл белого вина, лавровый лист, гвоздику и душистый перец.
Перемешиваем все и ждем, пока вино даст свой аромат и выпарится. Вино практически выпарилось. Добавим 100 грамм бульона, в котором варился язык. Перемешаем и через минуты 3 уберем с огня. Выключаем огонь, убираем перчик, гвоздику, лавровый лист. Переложим все овощи в отдельную емкость, в которой будем их пробивать. Протрем овощи через сито, чтобы масса получилась более однородной. Вот такой консистенции получились наши протертые овощи. Для завершения приготовления соуса растопим 50 грамм сливочного масла в сковороде. Добавим столовую ложку муки. Будем активно перемешивать. Как только мука приобретает золотистый цвет, добавляем овощи. Дадим соусу еще немного покипеть и снимаем с огня. Мы достали остывший язык. И теперь для нашей горячей закуски отрежем несколько кусочков с толщиной примерно в сантиметр. Разогреем сковороду и нальем масло, чтобы оно покрыло полностью дно сковородки. Естественно, мы берем растительное масло без запаха. Каждый кусочек языка обмакиваем в яйце и обваливаем в муке. Начинаем обжаривать до золотистой румяной корочки. Обжаренные кусочки убираем на тарелку, покрытую бумажной салфеткой. Приготовленный нами соус подогреваем и закладываем туда жареные кусочки языка. И дадим языку минут 5-7 в этом соусе потомиться. В той же сковородке, в которой мы жарили язык, обжарим нарезанные тонкими ломтиками шампиньоны. Впрочем, вы можете использовать любые другие грибы, которые у вас есть под рукой. Грибы надо слегка посолить и поперчить. И все еще раз перемешаем. Все, грибочки наши готовы. Отправляем их сразу в соус к нашему языку. И последний штрих. Нарежем колечками несколько оливок и отправим в наш соус. Наша горячая закуска из языка готова. Можно подавать к столу. Выкладываем язык. И поливаем соусом. Присыпем мелко нарезанным луком для красоты. И можно пробовать. Для холодных закусок нарежем язык на тонкие ломтики. Их можно подавать к столу и так, с хреном или горчицей. Но мы используем язык для приготовления салата и заливного, для чего нарежем его соломкой или кубиками. Помимо языка, для приготовления салата нам понадобится 4 отварных яйца, у которых мы желток отделяем от белка и натираем на мелкой терке. Мелко нарезанный чернослив, измельченный поджаренный грецкий орех, нарезанный соломкой соленые огурчики и натертый сыр. Мы взяли эмменталь. И, конечно же, наш домашний майонез, который мы сразу смешиваем с нарезанным соломкой языком.
Это и будет первым слоем нашего салата. Для сборки салата мы используем кулинарное кольцо диаметром 16 сантиметров. Вкладываем язык, утрамбовываем его. Следом идут соленые огурчики, нарезанные соломкой. Выкладываем и распределяем. Наносим майонез тонкой сеточкой. Для этого используем кулинарный мешок. Следующим слоем у нас идет натертый сыр. Распределяем сыр, но не утрамбовываем. И небольшая сеточка из майонеза. Майонеза не должно быть слишком много, он необходим только для скрепления слоев. Присыпем сыр желтками и разровняем. Еще немного майонеза. Теперь настала очередь чернослива и орехов. Разровняем. Еще одна сеточка из майонеза. И последний слой – белки. Наш салат практически готов. Можно украсить салат дольками помидора черри и листиком базилика. Убираем в холодильник на часик, чтобы салат стабилизировался. Время прошло. Можно снять кулинарное кольцо и посмотреть, что у нас получилось. Вот какой красивый праздничный салат у нас получился. Отрежем кусочек, чтобы попробовать. Заливное делаем порционно в 2 стеклянных чашечках. Для него помимо языка мы взяли консервированный зеленый горошек, вареную морковь, болгарский перец, перепелиные яйца и несколько листиков петрушки. И начинаем с укладки перепелиного яйца. Потом укладываем несколько листиков петрушки. Немножко морковки. Зеленый горошек, красный болгарский перчик. Дальше идет нарезанный отварной наш язычок. При этом ничего мы не утрамбовываем. Докладываем оставшиеся куски овощей. Листики петрушки и перепелиные яйца. Уже сейчас заготовка нашего заливного смотрится очень красиво. Разводим желатин холодной водой небольшим количеством. Размешиваем, чтобы он полностью растворился. И даем ему время постоять и набухнуть. Процедим через сито бульон, слегка его подогреем и будем вводить в него частями разбухший желатин. Как только желатин полностью растворился, убираем с огня. Переливаем бульон с желатином в посуду с носиком и дадим ему остыть. Аккуратно тонкой струйкой заливаем бульон с желатином в наши формочки, чтобы не нарушилась конструкция. Убираем в холодильник часа на 3, а лучше на всю ночь. Теперь будем стараться вытащить наше заливное из формочки. Для этого вдоль стеночки пропустим ножик до конца, чтобы запустить воздух и освободить заливное.
А лучшие друзья заливного, как известно, это горчица и хрен. Какая у нас получилась красота! Разрежем заливное. Да уж, языка мы явно не пожалели. Ну что ж, начинаем по традиции с холодных закусок. Я начну с салатика. Долгожданный момент Нет, ну, настал. А ты с заливного. Я попробую заливное с хреном. Можно даже и без ножичек обойтись. Он мягкий. Ну, можно, конечно, с хреночком. Теперь у меня все валится. Нежнейший салат. Я вам скажу, чернослив с орехами может украсить любое блюдо. Так. Мне очень понравилось. Хватит, давай меняться. Ой, я еще не наелся. Бери заливное, пробуй. Оно просто шедевральное. Ну, вообще, честно говоря, языком вряд ли что-то можно испортить. А хорошо сваренным языком, правильно сваренным. А большим количеством языка можно только улучшить. Ну что, ты с хреном пробовал, я с горчичкой немножко. Салат нежный, взрыв вкуса. Прекрасное заливное. сочетание. И заливное получилось на славу. Супер. Фантастика. Так, Ну что, осталось горячее блюдо? да, я даже его предлагаю ложечкой попробовать. Прошу. Потому что язык там должен быть очень-очень мягкий. Так и есть. Он разрезается Даже нож не нужен. ложкой. Нож тут не нужен. Я даже тебя сейчас вот с грибочком скормлю, как обычно. Ну-ка. Ну-ка, оп. Как тебе такое, братец-кролик? Ну, язык тает во рту. А так бы у нас знаю. было 2 языка, а это тает. Остается 1. Ну что ж, Все гениально, просто шедеврально. да, сам себя не похвалишь, от вас и не дождешься. Так что, друзья мои, Эти блюда украсят ваш праздничный стол, причем любой. Рождество, Новый год, день рождения, 8 марта. Это потрясающие закуски на все праздники. обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не успели этого сделать. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих дорогих и любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!